Тот день в городском зоопарке начинался как сотни других. Чарли, опытный смотритель, шел по центральной аллее, проверяя новые информационные таблички у вольеров. Воздух был наполнен привычными звуками, криками экзотических птиц, далеким рычанием и детским смехом. Но внезапно этот привычный фон разорвал звук, который заставил сердце Чарли пропустить удар. Сначала он подумал, что кто-то из детей упал или потерялся, обычная суета выходного дня. Но крики становились все громче, и в них слышался не просто испуг, а настоящий первобытный ужас. Вскоре звуки переросли в массовую панику. Чарли бросился на шум и замер, не веря собственным глазам. По главной аллее среди лотков с мороженым и сувенирных лавок бежал огромный взрослый лев. Это был Атлас, гордость и главная достопримечательность зоопарка. Его золотистая грива развивалась на ветру, а массивные лапы тяжело били по асфальту. Вокруг творился хаос. Люди в ужасе разбегались в разные стороны, матери в панике хватали детей на руки и прятались за киосками. Один из отцов семейства, проявив чудеса реакции, буквально затолкнул жену и двоих малышей в ближайшую сувенирную лавку и захлопнул дверь, прижимаясь к ней всем телом. Пожилая пара у вольера с зебрами замерла, боясь даже вздохнуть, надеясь стать невидимыми для хищника. Атлас пока ни на кого не нападал, но ситуация была на грани катастрофы. Чарли сорвал с пояса рацию. «Код красный! Атлас на свободе! Срочная эвакуация посетителей! Вызывайте бригаду с транквилизаторами!» Он бросился к вольеру льва, чтобы понять, как такое могло произойти. Массивная металлическая дверь была распахнута настежь. Электронный замок, который считался сверхнадежным, висел на петлях. Он был явно сломан. Чарли вспомнил, что минут 15 назад по всему зоопарку сработала ложная пожарная сигнализация из-за сбоя в техническом здании. Видимо, скачок напряжения вывел автоматику из строя. Атлас просто толкнул дверь лапой, и она открылась, подарив ему свободу, о которой он никогда не просил. Чарли выбежал вслед за львом и увидел, что тот направился не к главному выходу, где скопились сотни людей, а в противоположную сторону, к служебным воротам. Сегодня их оставили открытыми для поставки корма. «Нет, только не на улицу», — прошептал Чарли, прибавляя ход. «Если лев окажется в жилом районе, трагедии не избежать». Но Атлас был быстрее. Он проскочил через ворота и скрылся за углом дома. Чарли выскочил следом секундой позже и застал картину полного безумия. На оживленной улице машины с визгом тормозили, водители в панике запирались в салонах, женщина с коляской закричала и бросилась бежать, едва не перевернув ее. Группа подростков у витрины магазина стояла как вкопанная, не в силах пошевелиться от шока. Атлас бежал по тротуару, совершенно игнорируя людей. Он словно кого-то искал, периодически останавливался, принюхивался к воздуху, оглядывался по сторонам и снова пускался вперед. Чарли следовал за ним на безопасном расстоянии, не прерывая связи с диспетчером. Лев свернул к небольшому парку в паре кварталов от зоопарка. В это время дня там было почти пусто, кроме одной фигуры. На скамейке под старым раскидистым дубом сидела пожилая женщина. Она была увлечена своим занятием, кормила голубей хлебными крошками из бумажного пакета. Атлас замедлил шаг. Его огромные лапы теперь почти бесшумно ступали по мягкой траве парка. Чарли закричал, что было сил, пытаясь предупредить старушку. «Женщина, не двигайтесь! Уходите тихо!» Но она, казалось, не слышала его из-за шума сирен и криков людей вдали. Несколько случайных прохожих в парке бросились наутек. Кто-то залез на дерево и начал снимать происходящее на телефон. Старушка, наконец, обернулась на шум. Она увидела огромного хищника в нескольких метрах от себя. Чарли зажмурился, ожидая самого страшного. Но вместо крика ужаса он услышал нечто совершенно иное. Женщина посмотрела льву прямо в глаза и очень тихо, почти шепотом,
произнесла: «Атлас, неужели это правда ты, мой мальчик?» То, что произошло дальше, Чарли потом описывал как чудо. Огромный лев, способный одним ударом лапы убить быка, медленно опустился на землю перед старушкой. Он положил свою массивную голову ей на колени и издал низкое глубокое урчание, которое больше напоминало мурлыканье гигантской домашней кошки. Женщина протянула дрожащую руку и начала нежно гладить его по густой гриве. Слезы текли по ее морщинистым щекам, оставляя влажные дорожки. В этот момент к парку с визгом подлетели машины охраны и полиции. Люди выскочили из машин, вскидывая винтовки с транквилизаторами. «Не стреляйте!» — закричал Чарли, размахивая руками и выбегая вперед. «Остановитесь! Посмотрите на них!» Старший охранник недоверчиво опустил ствол, глядя на сюрреалистичную сцену. Хрупкая старушка в летнем сарафане обнимала за шею самого опасного хищника в городе. Чарли медленно приблизился к скамейке. Атлас даже не повернул головы в его сторону. Он был полностью поглощен женщиной. Его янтарные глаза были полуприкрыты от удовольствия. Смотритель осторожно присел на край скамейки и тихо спросил: «Простите, вы можете объяснить, откуда вы его знаете?» Женщина вытерла слезы и начала рассказ, от которого у Чарли пошли мурашки по коже. Ее звали Маргарет. 12 лет назад она работала волонтером в реабилитационном центре для диких животных в Африке. Однажды рейнджеры привезли туда крохотного львенка, найденного рядом с телом убитой матери. Браконьеры застрелили львицу ради трофея, а детеныша бросили умирать. Львенку было около месяца. У него была сломана передняя лапа и началась сильная инфекция. Ветеринары качали головами, говоря, что шансов нет. Но Маргарет решила бороться. Она выхаживала его 3 месяца, кормила из бутылочки каждые 2 часа, даже ночью, ставила уколы антибиотиков, осторожно массировала поврежденную лапку. Львенок, которого она назвала Атласом, постепенно окреп. Через месяц он начал стоять на 3 лапах, а к концу 3-го превратился в игривого сорванца, который ходил за Маргарет по пятам, как преданный пес. Но судьба распорядилась иначе. Кость на лапе срослась неправильно, и Атлас начал заметно хромать. Специалисты вынесли вердикт: в дикой природе он не выживет. Он не сможет охотиться наравне с Прайдом и не убежит от опасности. Единственным выходом был зоопарк с хорошими условиями. Маргарет сама выбрала этот зоопарк из-за его репутации. Она привезла Атласа, провела с ним целый день в новом вольере, помогая освоиться, а потом уехала. Это был самый тяжелый день в ее жизни. Вскоре после этого Маргарет отправили в длительную миссию в Африку – спасать слонов от засухи. Она провела там 10 лет. Все это время она была уверена, что Атлас давно умер, ведь львы в неволе живут не так долго. Несколько месяцев назад она вышла на пенсию и вернулась в родной город. Вчера внучка уговорила ее сходить в зоопарк. Проходя мимо вольера со львами, Маргарет увидела на табличке «Атлас, 12 лет». Она подошла к стеклу и позвала его по имени. Лев, лежавший в тени, поднял голову и посмотрел прямо на нее. Она увидела тот самый шрам на лапе и поняла – это он. Она не решилась подойти к администрации, побоявшись, что ей не поверят или сочтут сумасшедшей. Но Атлас, он запомнил запах и голос той, кто спас его много лет назад. И когда дверь вольера случайно открылась, он не бежал на волю, он искал ее. Возвращение Атласа в зоопарк было похоже на триумфальное шествие. Пожилая женщина шла впереди, а огромный лев послушно следовал за ней, иногда подталкивая ее мордой в плечо. Весь город говорил об этой истории. Директор зоопарка, тронутый до глубины души, пошел на беспрецедентный шаг. Маргарет получила пожизненный VIP-пропуск и разрешение находиться у вольера даже в нерабочее время. Для нее установили специальное удобное кресло прямо у стекла ограждения.
С того дня жизнь в зоопарке изменилась. Каждое утро Маргарет приходила к Атласу. Она приносила с собой книги и читала ему вслух. Рассказывала о своих приключениях в Африке, о спасенных слонах и носорогах. Атлас всегда ждал ее. Как только она появлялась на аллее, он вскакивал, потягивался и бежал к стеклу. Он ложился с одной стороны стекла, а она садилась в свое кресло с другой. Иногда Атлас прикладывал свою огромную лапу к прозрачной преграде, а Маргарет прижимала к ней свою ладонь. Так они могли сидеть часами в полном молчании. Посетители специально приезжали из других городов, чтобы увидеть эту пару. Фотографии старушки и льва облетели весь мир, но Маргарет оставалась скромной. Она говорила: «Я не дрессировщица, я просто его мама». Прошло несколько месяцев. Чарли начал замечать, что Маргарет с каждым днем выглядит все слабее. Ее движения стали медленными, лицо осунулось. Но она продолжала приходить в любую погоду. Даже под проливным дождем она сидела под зонтом, а Атлас лежал под навесом, не сводя с нее глаз. Однажды утром Атлас вел себя странно. Он не лежал спокойно, а метался по вольеру, издавая жалобные звуки, похожие на тихий плач. Когда пришло время открытия, кресло Маргарет осталось пустым. Она не пришла ни в тот день, ни на следующий. На третий день Чарли поехал по адресу, который Маргарет оставила в офисе. Сосед рассказал печальную новость. Маргарет умерла 3 дня назад, тихо, во сне. Ее сердце просто остановилось. Когда Чарли вернулся в зоопарк и подошел к вольеру, он увидел Атласа. Лев сидел у самого стекла, глядя на пустое кресло. В его взгляде была такая нечеловеческая тоска, что у Чарли перехватило дыхание. Животные чувствуют потерю гораздо острее, чем мы думаем. Чарли сел в ее кресло. Атлас долго смотрел на него, а потом медленно опустил голову на лапы и закрыл глаза. Из его груди вырвался тяжелый вздох. Через неделю выяснилось, что Маргарет оставила завещание. Она распорядилась продать свой дом, а все деньги передать зоопарку. Условие было только одно: средства должны пойти на улучшение условий жизни Атласа и других крупных кошек. На эти деньги вольер Атласа превратили в настоящий рай. Добавили высокие платформы, систему охлаждения для жарких дней и мемориальную табличку с надписью «В память о Маргарет, чья любовь не знала границ». Атлас прожил еще несколько лет. Он стал спокойнее, но каждое утро по-прежнему подходил к тому месту у стекла, где когда-то сидела его спасительница. Эта история стала легендой зоопарка. Она напоминает каждому посетителю о том, что доброта никогда не забывается. Даже если ты самый грозный хищник на планете, в твоем сердце всегда найдется место для благодарности тому, кто однажды подарил тебе жизнь.